Всем привет! Сегодня хочу подробно рассказать, как мы вырезаем проемы под окна, как устанавливаем сами окна и обходим их фасонкой. Смотрите до конца, что непонятно, пишите в комментариях, все расскажу, подскажу. Итак, в данном случае у нас есть каркас внутри под окном. Соответственно, изнутри будем резать прямо по металлу, а чтобы поймать наш размер окна снаружи, берем прямо по углам, вот так саморезом насквозь просверливаем. И будет видно снаружи, где наши углы окна. Ну и потом по размерам, по уровню мы его уже поймаем. Ну и когда каркаса нет, все то же самое. С одной стороны разметили, а на вторую сторону саморезом просверлили. И с другой стороны уже видно, где наше окно. Итак, начинаем пилить наш проем. Мы используем маленькую болгарку. Снимаем с нее защиту. Ну, обязательно используем очки или лучше даже маску, чтобы не повредили глаза. С защитой прорезать вот так вдоль металла будет проблематично. Да, и использовать здесь сабельную пилу, лобзик, тоже не очень удобно будет, паркетку. Болгарка есть одно неудобство, это правая сторона окна. Приходится резать снизу вверх. Мы уже приноровились, поэтому не особо переживаем по этому поводу. Но остальные все режутся без проблем. То есть удобно все, подлезть можно везде. Главное, еще раз повторю, использовать средства защиты. Иначе окалина в глазах очень неприятно. Да, и при резке снизу вверх, если у вас мало опыта, лучше оденьте щиток. Потому как может диск закусить и прилететь в лицо. Все это вырезать можно на земле, до монтажа сэндвич-панелей. Но это все очень затягивает монтаж, время монтажа. А время — это деньги. Если вы делаете для себя, никуда не торопитесь, то, наверное, будет проще разметить на земле панели, вырезать, потом уже смонтировать. Ну, главное не ошибиться. 7 раз отмерь, потом еще раз проверь. Потом позови друга, чтобы он проверил. Если все уверены, отрезай. Ошибиться в резке панелей — это очень дорого. Мы режем по месту, быстрее в плане монтажа и меньше шансов ошибиться. Диском болгарки не получится подлезть в углы, когда стоит металлокаркас. Для этого случая мы возим с собой стамеску и вот так вот и спокойненько прорубаем остаток металла. Рубится очень легко. Если нет стамески, это можно сделать чем угодно. В принципе, мы используем даже саморез, которым крутим сэндвич-панели. Стамеска это сделать просто быстрее и попроще. Так, для чего мы варим металлокаркас, когда окна большие достаточно? Это не для того, чтобы закрепить окно, а чтобы закрепить панели, которые мы обрезали. Окно можно вообще не крепить, если оно не упадет до того момента, когда пена высохнет. Впоследствии она закрепится фасонкой с двух сторон, это будет очень жестко. Дальше переходим на улицу. Отверстие, которое я сверлил изнутри по углам, это наш ориентир, где будет окно. Соединяю эти отверстия линии снизу, от них же пускаю 2 линии по бокам по уровню. И потом сверху соединяем, проверяем по рулетке, чтобы размер совпадал. И это будет наш проем под окно. Опять же, не стесняемся потратить время на проверку. Все несколько раз перепроверяем. И начинаем вырезать. Тут у нас каркаса нет, поэтому резать не составит никаких проблем. Достаточно важно прорезать точный контур снаружи, как он вырезан изнутри. Иначе замучаетесь выбивать панель. Итак, проем вырезан. Петухи тут у нас орут, гуси. Дальше проходим ножом, вырезаем пенопласт. Панель у нас здесь 50 мм, поэтому достаточно ножом пройти. Если больше, то мы используем ножовку. Зубы сплющиваем молотком, подтачиваем болгаркой и прекрасно режет панели. Так, дальше просто выбиваем вырезанные панели. Если есть каркас, то не переживаем, спокойно выбиваем внутрь панель. Если каркаса нет, то надо быть осторожным и лучше поставить человека с другой стороны, чтобы он смотрел, потому что можно оторвать заднюю стенку панелей.
если вдруг как-то не очень четко попали в проем, когда резали. Проем мы делаем на 2-3 сантиметра больше размера окна. То есть зазор между панелью и окном должен быть сантиметр-полтора. Ну, в идеале 1,5. Для наружной фасонки разницы особо нет. Можно хоть 3 сантиметра оставить. Закроет спокойно. А вот с внутренней фасонкой работать удобнее. Чем меньше зазор, тем лучше. Можно оставить 1 сантиметр, но его пенить не очень удобно. И если вдруг какой-то небольшой будет перекос, либо по каркасу, либо по окну, и там зазора вообще не останется. Поэтому в идеале 1,5 сантиметра оставляем. А если зазор получился все-таки маленьким, то одеваем на пистолет для пены носик от силикона. И он прекрасно пенит любые тонкие швы. Не нужно докупать никакие трубочки там специальные. В каком-то видео я уже это показывал. Если найду, вспомню, оставлю подсказку. Итак, у нас здесь целых 4 окна. 3 окна вот по длинной стенке и одно вот на задней, на торце. Вырезаем все проемы. И будем подготавливаться к монтажу окон. Что нужно подготовить? Прикручиваем планки временные, чтобы можно было окно упереть. Ну и подкладываем в нижнюю часть под зазор сантиметр-полтора, который у нас есть. И устанавливаем непосредственно само окно. Окно установили на нашей прокладочке. И снаружи проверяем по плоскости, чтобы ровно было по панелям. После того, как убедились, что окно стоит в плоскости, распираем окно либо пенопластом, либо делаем клинья из щепок, деревяшек каких-нибудь. В общем, окно нужно зафиксировать, чтобы оно стояло. Не обязательно его крепить к каркасу. Главное, чтобы оно выстояло, пока пена встанет. И пеним. Проходим пеной все швы. Когда пена встанет, окно уже никуда не денется. А после будем обходить фасонкой. А фасонка крепится к панели и к окну, и к каркасу, и к окну. То есть будет все жестко. Если вес окна вместе со стеклопакетом позволяет его поднять, установить, то устанавливаем вместе со стеклопакетом. Если нет, если слишком тяжелое, то стеклопакет снимаем, устанавливаем раму, запениваем. И после того, как станет пена, тогда устанавливаем стеклопакет уже. В каком-то ролике я тоже уже об этом говорил. Постараюсь найти, подсказку оставить. Тут у нас окна 1,20 на 1,20 м. В принципе, вдвоем его установить проблем особо нет. Тем более, что высота у нас небольшая. Прям с земли ставим. Поэтому ставим вместе со стеклопакетами. После того, как пена встала, снимаем наши временные планки. Обрезаем излишки пены. Той фасонки, которую мы используем, пена помешает, если будет выпирать за плоскость. И пленку с окон лучше тоже снять. Это как пленка на панелях. Если ее оставишь дольше, чем нужно, она на солнце так прикипит, что потом ее вообще не снять, и она выглядит будет ужасно. Так, дальше размечаю на окне, где у нас будет фасонка приходить. Обычно нахлест я делаю не больше 2 сантиметров, так как в нижней части есть слив для конденсата, а он 2 с чем-то сантиметров, то есть лучше 1,5 сантиметра нахлест. Так, дальше вымеряю размер фасонки по внутренней части, та, которая будет крепиться к окну. И идем запиливать непосредственно саму фасонку. Для этого нам понадобятся ножницы, угольник, болгарка. Без болгарки никуда. С фасонки снимаем пленку и потом размечаем угол под 45 градусов. Сама планка у нас 130 миллиметров, соответственно 130 откладываем и размечаем. Это будет 45 градусов. Рисую карандашом, если погода сухая или под крышей, можно и маркером тонким. Но если нарисовал неправильно, будет стереть сложнее. Разметил, начинаю вырезать. То, что можно, режу ножницами, но далеко не все можно отрезать ножницами, поэтому использую опять же болгарку. Вырезаю таким образом, чтобы у верхней фасонки всегда был
нахлест на нижнюю, чтобы вода, влага вся стекала. На нижней фасонке оставляю язычки сантиметра по 1,5, чтобы был нахлест. Таким образом сквозной щели на фасонке быть не может. Ну и в воде туда попасть будет проблематично. Фасонка тут темная, поэтому все эти язычки, загибы показать, ну, на камеру попытался снять, не видно. Поэтому если будет более светлая фасонка, покажу как-нибудь. Ну или если куплю камеру получше. Ну а пока так, на словах. Если что непонятно, пишите в комментариях, расскажу. Вся суть, чтобы минимум воды попало под нашу фасонку. Можно и саму фасонку использовать другой формы. Я их видел там десятки разных. Но мы используем такую. Итак, фасонку запилили. Идем непосредственно на окно. Будем монтировать. Сначала устанавливаем нижнюю. Там у нас, если помните, есть метки, которые мы рисовали. Выставляем нижнюю планку по этим меткам и крепим только по одному саморезу по углам в окно. И выставляем боковую. И тоже крепим в углу, именно в окно, один саморез. Левую также выставляем. И опять же на один саморез крепим к окну. К панели пока не крепим. И верхние части боковые планки пока не закреплены. Устанавливаем верхнюю горизонтальную планку, стыкуем ее с боковой и ее же и крепим. После крепим ее со второй стороны. Все, фасонка зафиксирована, как она будет стоять. Дальше нужно ее засиликонить. Есть на силиконе вот такой колпачок, его можно вставить тут же вот в это отверстие, которое у носика есть. Конечно, на нашем монтаже это не так актуально, потому как мы по 5 баллонов используем в день. А если в домашних условиях, то вполне себе подойдет. Силиконом прошли, пока был зазор, и начинаем прикручивать. Тоже как мы силиконим фасонку, я где-то снимал, постараюсь не забыть оставить подсказку. В общем, силиконим и прокручиваем. Кто-то использует саморезы клопы, мы используем кровельные саморезы. Это кому как нравится. Мне кажется, кровельные будут получше. Крутим шагом примерно 30 сантиметров, но важнее смотреть, чтобы фасонка не топорщилась, не было щелей. Стык, который запиливали под 45 градусов, проходим силиконом. Он спасет от попадания воды под фасонку и защитит наш резанный край от ржавчины. Специалисты, пишите в комментариях, может есть фасонка какая попроще, а то мы замучились уже эту запиливать. Вот так выглядит наше окно снаружи. А как мы его обходим снутри, я покажу в следующем ролике. Вместе с тем, как мы запиливаем дверь. Ну и фасонка под дверь тоже там будет. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте колокольчик. До новых встреч. И отдельная благодарность тем, кто досмотрел до этого момента.